В ночь на 28 февраля на фоне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением 3 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская», обеспечивающей прокачку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Ну и, собственно говоря, «Турецкий поток» сейчас это безальтернативная магистраль поставок российского газа, как в страны Европейского Союза, так и в Сербию. Ну и по результатам атаки они не долетели. Да, они не долетели. То есть все нормально, компрессорная станция работает. На безопасном расстоянии пострадавших на земле нет, их просто приземлили, грубо говоря. Давайте посмотрим на карту, чтобы, вдруг кто-то из наших зрителей, я понимаю, что наши постоянные зрители уже знают все карты, знают все схемы, все потоки. Но если вдруг вы только-только к нам присоединились, вот показываем карту. Значит, здесь мы видим многообразие различных газопроводов, но левый газопровод, проложенный по Черному морю, это Турецкий поток. Справа от него находится Голубой поток, гораздо более ранне введенный газопровод, который обеспечивает Турции некоторую стабильность в поставках российского газа, хотя и не закрывает все потребности Турции в российском газе на 100%. Собственно говоря, мощность Турецкого потока 31 миллиард кубических метров, 31,5 миллиард кубических метров в год. Паспортная, да. Можно прокачать немножко больше. Как было с Северным потоком, у которого была мощность 55, а, по-моему, рекордная отметка была 59. Там 59,2. В общем, мы приближались к 60 миллиардам кубов. То есть при большом желании так. 33 миллиарда прокачать можно. Как в известной юмореске, но у нас с собой было. Запасик всегда есть. Да. Собственно, Голубой поток – это 16 миллиардов кубических метров. Турция – покупатель нестабильный. Турция может купить и 16, может купить 20, может купить 27, потом 21, потом 18. В общем, все будет зависеть от состояния турецкой экономики, которая нестабильна, как и сама Турция в качестве потребителя. А также от цен на уголь. Цен на уголь, если мы посмотрим предметно, то мы увидим, что в зависимости от экономического состояния, то есть кризис, не кризис, суммарное потребление энергоносителей может снизиться, может увеличиться. Но, кстати, в 10-летнем разрезе потребление газа все-таки растет. В Турции вообще и российского газа в частности. Плюс у нас периодически напоминают, а вот курды. Из Ирана проложен газопровод в Турцию, из Азербайджана проложен газопровод в Турции. Вот тот газопровод, который проложен из Ирана, периодически, выходил на внеплановые ремонты. Когда он выходил на внеплановые ремонты, единственный поставщик, который мог быстро заместить эти объемы, это была Российская Федерация. По иранскому газопроводу можно 10 миллиардов прокачать, по азербайджанскому получают где-то примерно 6 миллиардов кубов. Еще Турция может импортировать сжиженный природный газ, однако порядка 40% потребления газа она закрывает за счет импорта из России. Помнится, перед выборами Эрдогана были открыты огромнейшие газовые залежи, и Турция готова была поставлять всей планете. Где они? Нам тогда писали в эфир вопросы. Кстати, если что, нам можно писать вопросы, предложения, замечания с помощью QR-кода, который вы вот сейчас видите в углу экрана. Так вот, нам писали тогда вопросы в стиле: а вот турки бесплатно будут раздавать газ своим гражданам. Что ж это мы бесплатно не раздаем? Знаете, время идет. А почему-то обещанных миллиардов кубов, которые собирались в Турции добыть и раздать, мы пока не видим. Может быть, увидим в будущем. Ждем. Если увидим, вам сообщим. К следующим выборам. Да. И, собственно говоря, кстати, когда они? Напишите, если вы знаете. Так вот, если мы посмотрим на показатели турецкого потока в целом, то это, кроме того, что 31,5 миллиард кубов мощности, то это 2 нитки, 2 буквально газопровода параллельно лежащих. Паспортной мощностью 15,75 миллиардов кубов. И обычно говорится, что одна нитка для Турции, вторая нитка для других потребителей. Но для Турции одна нитка избыточна. То есть ни разу Турция не потребляла 30 миллиардов кубов и более. Максимальный объем импорта из России составлял 27 миллиардов кубических метров, и было это еще в 10-х годах.
И если мы посмотрим на объемы поставок за пределы Турции, то мы увидим, что они в 2025 году выросли. Выросли относительно и рекордного 2024 года, ну и тем более всех предыдущих лет. За первые 8 недель 2024 года в страны ЕС по турецкому коридору было поставлено 2,299 миллиарда кубических метров. За тот же период 2025 года прокачка увеличилась до рекордных 2,953 миллиардов кубических метров. Общий объем поставок за первые 2 месяца текущего года по предварительной оценке Инфотек превысит 3,2 миллиарда кубических метров. Это рекордный объем. Ну и связан он в первую очередь, да и, наверное, в единственную очередь с тем, что прекратился транзит газа через территорию Украины. И тот объем газа, который раньше поставлялся в Венгрию через Украину, был переброшен на турецкое направление. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Кроме того, получена добавка в Словакию, о чем они сообщали. И еще одна венгерская компания закупает газ для поставок в Приднестровье. Так что вот и набралось. Тут немножко, здесь немножко. Одна маленькая, но гордая венгерская компания. Кстати, вот каждый раз, когда подобные вещи происходят, я прошу обратить внимание на чисто эмоциональную реакцию. Надо перекрыть им все поставки, но это будет означать, что перекроются поставки и в Приднестровье тоже. Мы на это морально готовы. Я понимаю, что, кажется, взяли, обрубили, и все, и пусть они там без нашего газа. Ну, хорошо, а если добавить в эту... Знаете, как задача с вагонеткой. Вот лежит один человек привязанный, вон лежит 5 человек. Куда переключим вагонетку? На одного, потому что один меньше 5, да? А если там мама, если там папа, сестра, брат, то как? Знаете, такие к сожалению, приходится моральные дилеммы решать. В том числе в поставках газа. И без моральных дилемм я напоминаю, что поставки в Европу – это поступление средств в наш государственный бюджет. Как вкладываются деньги из государственного бюджета, в чьи зарплаты, в какие проекты, необходимость поддерживать ситуацию в Северном Причерноморье такой, какой она нам необходима. Задумайтесь. Так что серое, белое, черное, красное. Все очень сложно. Ну, в общем, если мы посмотрим... Давайте, кстати, что мы мнемся? Давайте график посмотрим. А то 10 минут уже прошло, а мы еще не показали ни одного графика. Давайте посмотрим на график. Собственно, это график поставок, недельных поставок газа через турецкий коридор за разные годы, собственно. С 20 по 25. Как вы видите, резкий скачок даже относительно высоких показателей конца 2024 года произошел в начале 2025 года. И сейчас недельные поставки приближаются к отметке в 400 миллионов кубических метров. Суточные максимальные где-то 57-59 миллионов кубов. Для понимания, через Украину, пока был транзит, шло примерно 45 миллионов кубических метров. И если посмотреть в общем и целом, то мы можем сказать, что на турецкий коридор с украинского будет переброшено примерно 3 миллиарда кубов. Если такой объем прокачки сохранится и дальше. С учетом, притом, плановой остановки на профилактический ремонт. Если видите, там в середине года есть постоянно такое снижение прокачки. Это плановый профилактический осмотр трубы. Это происходит каждый год, где-то недельку занимает, и в этом году тоже планируется. Если это учесть, где-то 3 миллиарда кубов будет переброшено. А это, в свою очередь, означает, что через турецкий коридор, если ничего не изменится, а тут пытаются изменить, собственно, с чего мы и начали, будет прокачано где-то, примерно 19,5 миллиардов кубических метров. Что немало, конечно, для этого направления, но хотелось бы больше. Что немножечко превосходит паспортные данные, поскольку запас всегда есть. Там, кстати, интересно получается, что на выходе из Турции в Болгарии, точнее, там Болгария, Сербия, Венгрия, и там каждый раз идет снижение
снижение номинальной пропускной способности газопроводов, которые идут дальше. Потому что дальше нужно меньше прокачивать, поэтому зачем трубы большего диаметра ставить, это будет просто неэффективно. Но тут не учитывается вот какое обстоятельство. Трансбалканский газопровод. То есть я сейчас упомянул газопроводную систему, которую у нас называют Балканским потоком. Она так, официально не называется, но прижилось уже. Балканский поток. Продолжение турецкого потока. Однако... Предложение Болгарии было, что-то им не нравится турецкий поток пропускать через себя, не знаю почему. Отвратительно. Да. Хотя, казалось бы, такая давняя, тесная история взаимоотношений. Если посмотреть на то, как они отмечают Дни независимости, турецкая делегация всегда есть, что российской в последние годы нет. Все в порядке. Знаете, мхатовская пауза тут же повисает. Думаем о прекрасном, думаем о том, что такое история, как все развивается. Да ладно, перестаем думать об этом, возвращаемся в день сегодняшний и смотрим на следующее обстоятельство, что трансбалканский, еще раз, газопровод существует, и по нему можно часть этого газа прокачивать. То есть трансбалканский — это кто вообще? Что за зверь? Это газопровод, по которому раньше в Турцию через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию шел газ. Но после того, как турецкий поток был запущен, необходимость в этом маршруте в таком вот направлении движения отпала. Но теперь почему-то Румыния еще импортирует газ, который поставляется через турецкий поток. Волшебство какое-то, удивительно. Есть газораспределительная система Болгарии, она позволяет немножечко газа отправлять на север, на Румынию, Молдавию и, соответственно, наше Приднестровье. Да, и работает над этим венгерская компания. Кто там предлагал, давайте венграм отключим газ, потому что что это они себя нехорошо ведут. Я, кстати, вижу, уже нам пишут, а потом они этот газ отправляют на Украину. Да, отправляют. Словаки продают газ на Украину. Это правда. Вот опять же к вопросу о том, какая интересная ситуация сложилась. Если про Словакию, там много интимных подробностей, которые даже из статистики практически невозможно получить. Было заявление Роберта Фица о том, что небольшие объемы пошли через турецкий поток, соответственно, Балканский поток в адрес Словакии, и он очень этим доволен. Самое забавное, что если посмотреть внимательно на сайт НСГ, САС, компания операторов газотранспортных систем, до Словакии этот газ просто не доходит, он продается по дороге. И тот газ, который Словакия сейчас действительно поставляет на Украину по тем ценам, которые сложились на бирже TTF, это газ, поднимаемый из хранилищ, куда он был закачан где-то там, по-моему, по $270. А давайте посмотрим. Мы подготовили график. Благодаря Брюгель или Брейгель, как его еще читают, аналитическая организация европейская. Кстати, без всяких шуток, если вам хочется углубиться, заходите к ним, читаете, делаете скидку на то, что это все-таки, знаете, как место сидения определяет точку зрения, но графики у них красивые. Обожаю их графики, они молодцы. И вы можете приобщиться прямо сейчас. Собственно говоря, что мы здесь видим? Мы видим заполненность подземных хранилищ по состоянию на если 2025 год брать, до 23 февраля включительно. Решили отметить День Красной Армии. Сразу стоит заметить, что это средняя температура по больницам. По странам Евросоюза, где имеются ПХГ, показатели самые разные. Это усредненная величина. Это общее количество, даже не усредненное, общее количество запасов. Сейчас, если посмотреть последние данные, там трехдневное опоздание идет, то есть мы сейчас видим, получается, 27-28 февраля, соответственно, там около 40 миллиардов кубов сейчас. 40-42, примерно в этих пределах. Это немало, это довольно много, и если видите, были годы, когда и меньше оставалось в этот момент. Закачано было 106, то есть, за отопительный период порядка 65-66 миллиардов кубометров уже подняли. А это означает, что где-то 70, а то и 75 придется восполнить. Но все нормально. Европейская комиссия здесь уже встрепенулась и сказала: ребят, знаете, мы раньше говорили, что это очень важно наполнять процентов на 90 минимум подземные хранилища. А теперь мы подумали, да и ну его, да и зачем? Подумали они об этом по одной простой причине. Ограниченность газотранспортных маршрутов, которые можно использовать для импорта газа, прекращение транзита через украинский коридор, имею в виду. Через польский коридор. Через польский коридор, да.
те самые северные потоки. В общем, ограниченность доступности ресурса приводит к тому, что если вдруг начнется ужасное рост экономики, восстановление спроса на энергоресурсы, вообще и на газ в частности, то к этому придется присовокупить еще и заполнение подземных хранилищ, а это плюс 70, а то и 75 миллиардов кубов, которые нужно будет закачать. Ой, это ужас какой-то, это же и летом газ будет дорогой, и осенью будет дорогой. Кому это надо? Ребят, расслабьтесь. Пока это, правда, решение, насколько я понимаю, не принято, но, я полагаю, примут. На этом настаивают. На всякий случай напомню, что в прошлом году отопительный сезон в Европе закончился 31 марта. Как в этом году повернется погода, что там будет с ветром, какого будет объем. А верните, пожалуйста, обратно вот этот график. Я там ткну пальцем на одно интересное обстоятельство. Если присмотреться к 2021 году, вот оранжевая линия 25-го, она идет прямо вот пересекаясь с 2021 годом. Тогда было очень холодно, ветер не дул. В Мадриде снег, Техас в блэкауте, не в Европейский Союз пока не входит. В Испании новый способ использования солнечных панелей. Им, как выяснилось, удобно разгребать снег. Ну, это удобно. Да, она хорошая, широкая, крепенькая. Потом Борис, я надеюсь, в каком-нибудь видео, например, в телеграм-канале Борис Марцинкевич, если что, подписывайтесь, обязательно продемонстрирует, как это делается. Хотя снег уже вроде как уже скоро сойдет. Ну ладно. Испанское ноу-хау, молодцы. А если присмотреться дальше к графику 2021 года, вот как, еще раз, он рядом прям с оранжевенькой линией 2025 года, то мы видим, что начался в конце марта, закончился отбор, началась закачка, а потом хопа, закачка закончилась, и снова начался отбор. Так, знаете, график сделал. Оба! В апреле случилось похолодание. Как это ни удивительно, но иногда в апреле может опять похолодать. И тогда нужно прекратить закачивать газ, и нужно начать отбирать газ. Что характерно? Это 2021 год. Это год, когда не было текущего конфликта, когда не было текущих санкционных ограничений, когда не бились все в припадках: «О, боже мой, мы с 27 года откажемся от российского газа», а вон, посмотрите, как и отбор какой значительный, и пришлось снова, и похолодание было, снова отбирать пришлось. Это к чему? Больше того, 21 год с погодными аномалиями, там в мае началась аномальная жара, включились все вентиляторы и, соответственно, рефрижераторы и кондиционеры пресловутые. И вот именно тогда, летом 2021 года, стартовал энергетический кризис. Что самое интересное, уважаемая организация, сидящая в Лондоне, Эмбер, которая очень любит возобновляемые источники энергии, очень расстроилась, что вот такое безобразие с ветром произошло в начале 2021 года, в конце зимы. Ветер не дул, электричество не вырабатывалось на ветряках, пришлось больше жечь газа. Вот на графике видим, как газ отбирали, еще раз отбирали. Но потом они всем успокоительно написали: ребят, с кем не бывает. Но зато в апреле, в мае ветер дул как не в себя, рекордные объемы производства. И только они это написали, только опубликовали. Пришел июнь, ветер дуть прекратил. Рост спроса на газ, рост спроса на уголь, на электрическую энергию, и все принялось дорожать. И в течение лета 2021 года газ подорожал ровно в 2 раза на территории Европы, примерно на 70% в Азии и на 65% в Соединенных Штатах Америки, потому что кризис был везде. А что было в декабре 2021 года, как было не скучно? На всякий случай, вот эта версия о том, что нынешний энергетический кризис в Европе исключительно из-за 24 февраля 2022 года, не объясняет, почему в декабре 2021 1000 кубометров газа в Европе стоило $2000. Не объясняет. Мне кажется, это какой-то временной парадокс. Возможно, это тахионы. Это какие-то тахионы, которые начали двигаться не усложняя. Есть хорошо. универсальная формула, используется в Европе. Путин виноват.